Т-34-85. Эта легендарная машина — основа советских танковых войск второй половины Великой Отечественной войны. 34-ку не случайно называют танком Победы, ведь даже видные немецкие генералы неоднократно отмечали его преимущества. Однако, несмотря на все почести, которые заслужила боевая машина, найти сегодня действующую 34-ку очень сложно. Поэтому образец, обнаруженный в воинской части города Бишкек, стал настоящей находкой. Данный танк станет частью праздника 70-летия победы в Великой Отечественной войны. И он во главе колонны пройдет на военном параде 9 мая этого года. Восстанавливать танк решили на базе воинской части, где и находилась 34-ка. Реставраторы приняли эту идею с огромным энтузиазмом. У нас в Кыргызстане одна такая машина. И поэтому для нас это большое дело восстановить такую машину ради тех, кто прошел действительно всю войну. Главным этапом работы было возрождение сердца боевой машины — двигателя. Конечно, задач перед реставраторами стояло немало. Это и восстановление лопнувшего поддона, и устранение микротрещин в цилиндрах, замена форсунок и капитальный ремонт топливной аппаратуры в целом. И тут ремонтной бригаде пришлось потрудиться. Не так-то просто извлечь из танка двигатель весом в 600 килограмм. Этот, Витек, монтировку вот эту выгни. Она мешает, очень сильно мешает тоже. Там 4 болта на 19, я знаю. Этот, первый ты, наверное, 2 открутишь, а со вторыми уже попариться придется. Бери снизу. Витек, пластины на тебе. Там аккуратнее. Колесо давай под него. Развернуть перед сюда. Несмотря на сильные морозы, реставраторы день ото дня приближались к заветной цели — долгожданному запуску легендарного танка. Давай. После завершения всех работ Т-34-85 выгнали на полигон. «23 февраля в Бишкеке прошел открытый турнир Кыргызстана по игре World of Tanks. Сюда-то и был доставлен отреставрированный Т-34-85. 34-ка вызвала у публики небывалый интерес. Важно то, что в мире сохраняются памятники. Это памятник не только танкостроения, это памятник истории в первую очередь. А история должна сохраняться и накапливаться. Новость о том, что в Бишкеке восстанавливают Т-34-85, не оставила равнодушным и ветерана Великой Отечественной войны Обуховича Олега Романовича. Ведь его жизнь тесно связана с этой легендарной машиной. В июне 43-го года меня призывают, вручают мне повестку. Вы знаете, какая у меня радость была. Мне объявляют в военкомате, что меня направляют в танковые войска. И так я стал танкистом. Родимая. А это был танк совершенный. Он, так сказать, сконцентрировал в себе все научные танковые достижения. Это был лучший танк, средний танк Второй мировой войны. В Орле я жил до войны. У нас было Орловское бронетанковое училище. Мы, школяры, очень увлекались танками. Это был не то что популярный род войск, мы любили его. Вы знаете, когда вот работа делается с душой, то и результат получается такой вот с душой. Ну, конечно, были огромные переживания на 9 мая, как, что, но машина вот уже после реставрации прошла не одну тренировку, без единого сбоя, без малейших каких-то нареканий.
Мы знали, что наш ветеран, наш 34-ка, на 9 мая сделает все безукоризненно. Не будет никаких проблем. И это знали задолго до парада, задолго до того, как все это происходило. Ну, тем не менее, были особые переживания все-таки. Головная машина открывает парад, юбилей, 70-летие Великой Победы. Особые эмоции. Вот с этим танком есть отдельное, особое чувство, когда прикасаешься к этому танку. Он необыкновенный. Я видел много танков, настоящие, современные, действующие, памятники. Но вот этот, он занимает особое положение между памятником и действующим танком. Это история,